Думаешь, слои бывают только в луке? То ты глубоко ошибаешься. Приветствую на канале Contentment. Сейчас я расскажу тебе все о слоях фотографий. Но сначала подпишись на канал и поставь лайк. Это поможет для моего развития. Начнем с того, сколько вообще существует слоев фотографий. Лично я выделяю 3 слоя. Это ближний, средний и дальний слой. Ближний слой состоит из объекта на переднем плане в расфокусе. Это позволяет создать большую глубину в кадре. Ближним слоем может быть все что угодно. Травинка, листик, соломинка и любой другой объект на переднем плане в расфокусе. На среднем слое располагается сам объект съемки в фокусе, на котором делается весь акцент в кадре. А дальний слой — это все пространство за объектом в кадре. Его тоже можно мылить, но в некоторых ситуациях это делать недопустимо. Например, когда за главным объектом съемки очень классный вид на горы. Согласись, что мылить такую красоту было бы преступлением. А сейчас мы с тобой разберем мои фотографии по слоям, где обозначим слои различными цветами. Красный цвет — это дальний слой, зеленый цвет — средний слой, а желтый цвет — это ближний слой. На этой фотографии мы видим объект съемки, в данном случае листик. Именно на него делается весь акцент в кадре. На переднем плане ничего нет, значит слои начинаются именно со второго слоя. Пространство за объектом съемки размылено. То есть мы можем говорить о том, что в этой фотографии 2 слоя. Первый — средний слой, второй — дальний слой. А на этом кадре роль объекта съемки выполняет девушка. Мы видим, что она находится на среднем слое, так как на переднем плане у нас располагается часть кустика. И мы видим пространство за объектом съемки, которое замылено. В этом кадре мы видим все 3 слоя. Ближний слой, средний слой и дальний слой. Теперь мы разберем кадры из фильма «Империя соблазна». Начнем мы с этого кадра. Здесь мы видим, что объект съемки, в данном случае голова актера, располагается справа. Весь акцент падает именно на него. На переднем плане ничего нет. Значит, слои в этом кадре начинаются именно со среднего. А пространство сзади объекта съемки замылено. И всего слоев у нас 2. Средний и дальний. А на этом кадре сразу 3 слоя. Давай посчитаем их вместе. В первом слое у нас виднеется актер в расфокусе. Второй слой занимает другой актер, который располагается на другой трети кадра. И третий слой — это все пространство за этим объектом. Таким образом, в этом кадре мы видим все 3 слоя. Ближний, средний и дальний. Теперь ты знаешь, как располагать слои в кадре. Не забудь поделиться этим видео с друзьями и поставить лайк. До связи!